Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока будет поиск и идентификация нефтяных разливов на примере снимка с космического аппарата Sentinel-2. Нефть и нефтепродукты – одни из главных загрязнителей окружающей среды. Основные причины загрязнений – это загрязнения, возникающие в результате транспортировки нефти, процессы бурения скважин и нефтедобычи, в результате которых образуются мелкие утечки и проливы буровых растворов, незаконный сброс пластиковых вод, несоблюдение законодательства и техники безопасности предприятиями нефтяной промышленности, а также чрезвычайные аварийные ситуации. Обработку мы начинаем с открытия паспорта снимка. Для этого мы переходим в меню «Изображение», «Открыть паспорт» и в открывшемся диалоговом окне в правом нижнем углу выбираем космический аппарат Sentinel-2 и далее выбираем файл с разрешением Save и нажимаем кнопку «Открыть». Выбираем все необходимые каналы для нашей обработки. В данном случае я исключаю каналы с 5 по 7 и с 8 по 11. Далее нажимаю кнопку «Загрузить». Преимуществами снимков космического аппарата Sentinel-2 является наличие дополнительных типовых каналов. Поэтому после открытия паспорта снимка возможно применение комбинации из температурных каналов для детектирования нефтезагрязнений. При выборе 12, 11 и 4 канала изображение окрашивается в псевдоцвета, и на снимке становится явно видно зоны, в которых находится нефтезагрязнение. В данном случае синим цветом как раз отображаются нефтезагрязнения, а светло-желтым — объекты инфраструктуры. Переходим к тематической обработке. Для этого необходимо сначала узнать значение для 4 канала, который является красным каналом видимого спектра. Как правило, получается, что увлажненные почвы выглядят темнее, что обусловлено поглощением солнечного излучения водой в инфракрасной зоне спектра. Благодаря инструменту коррекции пикселов смотрим на изображении значения, характерные для увлажненной почвы, и приходим к выводу, что нам подходит значение выше 1100. Затем мы переходим в панель «Цветовые каналы». Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Создать новый канал». Далее в открывшемся диалоговом окне выбираем «Калькулятор» и затем вводим формулу. Канал B4 больше 1100. Нажимаем кнопку «Ок». Таким образом мы смогли выделить почву. Даем имя каналу, выбираем тип пиксела 8-битный, и далее нажимаем на кнопку «Создать». Следующим действием, чтобы найти воду, мы возьмем два типовых канала. Это канал B11 сфир и канал B12 сфир. Берем их сумму, и сумма этих двух каналов должна быть меньше, чем канал B4, так как этот канал позволяет определять границы земли и воды и показывает нахождение внутренних водоемов и протоков. Далее мы идем в панель «Цветовые каналы», создаем новый канал, нажимаем кнопку «Калькулятор» и вводим формулу B4, то есть красный канал, больше, чем сумма канала B11 и канала B12. Далее нажимаем кнопку «Ок». Даем имя каналу «Вода». Далее выбираем тип пиксела 8-битный для быстроты обработки и нажимаем кнопку «Создать». Получается индексное изображение, но уже с водой. Далее мы выбираем первый канал, на котором можно посмотреть значения для объектов инфраструктуры. Для этого мы берем инструмент коррекции пикселов и смотрим все самые светлые участки на изображении в канале 1. Принимаем для себя, что объекты инфраструктуры меньше 4000, и затем переходим в панель «Цветовые каналы», создаем новый канал, в котором прописываем, что первый канал меньше 4000. Даем название каналу, выбираем тип пиксела 8-битный и нажимаем на кнопку «Создать».
После того, как будет построено третье индексное изображение с инфраструктурой, далее нам необходимо найти еще одно индексное изображение, в котором мы будем отфильтровывать воду и увлажненную почву. Для этого нам необходимо взять каналы B1 и B11. Канал B1 отвечает за прибрежный диапазон, и использование данного канала полезно для оценки взвешенных отложений в воде. Далее нам необходимо создать новый канал в панели «Цветовые каналы». В открывшемся диалоговом окне выбрать кнопку «Калькулятор». Далее вписать необходимую нам формулу, где канал B1 и типовой канал B11. Сначала мы ищем разницу этих каналов, затем мы делим эту разницу на сумму данных каналов. И все это выражение берем в скобки, ставим знак «больше» и вводим значение 0,35. Значение 0,35 — это пороговое значение воды для обнаружения нефтяных загрязнений по оптическим многоспектральным данным для Sentinel-2. Затем даем имя каналу, выбираем тип пикселя 8-битный и нажимаем кнопку «Создать». Таким образом, у нас будет создано индексное изображение с отфильтрованными участками воды и увлажненной почвы. После того, как будут созданы все 4 индексных изображения, далее необходимо их объединить. Для этого в панели «Цветовые каналы» нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Вставить канал». Далее в открывшемся диалоговом окне «Выбор каналов» выбираем «Свои», которые хотим вставить, а также необходимый канал. Далее нажимаем кнопку «Вставить». Далее после этого мы опять переходим в панель «Цветовые каналы». Правой кнопкой мыши вызываем список, в нем выбираем «Создать новый канал». В открывшемся диалоговом окне выбираем «Калькулятор» и вводим необходимую нам последнюю формулу, объединяющую все индексные изображения в один общий результат. Далее даем название каналу, выбираем тип пикселя 8 бит и нажимаем на кнопку «Создать». У нас получится итоговое индексное изображение, в котором как раз-таки и будут выявлены нефтезагрязнения. И теперь, чтобы из векторного изображения нам выделить наши участки, идем в меню «Отметка», «Выделить цветовой диапазон», пипеткой выбираем белый цвет, нажимаем кнопку «Выделить», и затем идем в панель «Отметка», и далее выбираем инструмент «Преобразовать отметку в вектор». После этого будет создан новый векторный слой с участками загрязнения. Далее в новом слое мы меняем стиль полигона, переименовываем его. И для того, чтобы получить необходимые данные по площади наших загрязнений, мы переходим в меню «Вектор», таблица атрибутов, и затем выбираем инструмент «Перестроить таблицу атрибутов». Далее в открывшемся диалоговом окне нажимаем кнопку «Добавить» и создаем первую колонку, которая будет называться «Название». Тип ей оставляем символьный, длину ставим 50. Далее опять нажимаем кнопку «Добавить» и создаем вторую колонку, которую назовем «Площадь в квадратных метрах». Тип выбираем с плавающей точкой двойной точности. И далее создаем третью колонку, которая будет называться «Площадь в километрах квадратных». И оставляем ей такой же тип с плавающей точкой двойной точности. Нажимаем кнопку «Ок». И далее полученные полигоны нам необходимо разделить. Чтобы это сделать, мы выбираем «Выбрать все объекты» из панели «Векторные запросы». Далее идем в меню «Вектор», «Редактировать», «Разъединить объекты» на регионы. Затем нам необходимо обновить наши колонки. Для этого мы выбираем инструмент «Обновить колонку» в таблице атрибутов векторных объектов. И далее в открывшемся диалоговом окне для первой колонки даем название «Нефтезагрязнение», нажимаем кнопку «Применить». Для второй колонки нажимаем кнопку «Составить» и в функциях выбираем «Area». Нажимаем кнопку «Применить». И для третьей колонки также нажимаем кнопку «Составить» и в функциях выбираем «Area сфера». Нажимаем кнопку «Ок». В итоге у нас получится векторная карта, а также заполненная таблица атрибутов с необходимыми площадями
для нефтезагрязнений. Также при выборе инструмента выбрать элемент. Из панели «Векторные запросы» можно посмотреть любой полигон, а также информацию о векторном объекте с помощью двойного нажатия на данный полигон. На этом сегодняшний урок закончен. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.